Цель изначально была объехать Индонезию и выбирал транспорт. Решил, что велосипед самый интересный, самый оптимальный будет. Преодолел Суматру, и я проехал чуть свыше 4000 километров из 14 за почти 2 месяца. Покидаю Бали, ранее здесь прожил достаточно долго, много друзей, но несмотря на то, что здесь рай, в душе путешествие, движение и хочется двигаться, уже не хочу оставаться. Позади, почти третья часть, да, чуть больше 4000 километров, а впереди еще около 10 на восток от Бали, Ломбок, Сумбава и так далее. Только вперед! Почему ты выбрал Индонезию для велопробега? Потому что ты ее знал лучше или в чем была причина? Выбирают Юго-Восточную Азию, Индокитай, да, разные страны, для того, чтобы посетить множество стран. Мне достаточно одной, потому что я заинтересован только лишь в Индонезии. И даже не потому, что я уже ее знал, до этого я прожил 1,5 года в Индонезии. Да, могу колесить бесконечно, проехать раз, затем еще раз и еще раз. Просто люблю именно эту страну, заинтересован только лишь в ней, в природе, в культуре. Разрабатывал свой маршрут, на основе каких соображений ты его строил? Учитывался рельеф местности, учитывалось наличие дорог с асфальтированным покрытием. В Гугле я просматривал возможные варианты проезда. Ничего сложного, в основном это дороги административного федерального значения, по которым автомобили и скутеры проезжают, раз они проезжают, велосипед тоже, да. Направление сдавалось таким образом, чтобы и максимально выбрать более короткий маршрут, чтобы максимально быстро проехать остров, да, но и в то же время посетить определенные достопримечательности. Строился Барабудур около 100 лет, между 750 и 850 годами нашей эры. По мнению исследователей, храм можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения. Это одно из уникальнейших мест на Земле. В общем-то, желаю каждому здесь побывать. На велосипеде в любой момент остановился, в любое место заехал. Ты созерцаешь, получаешь больше информации, чем на автомобиле или скутере, по той причине, что ты медленнее двигаешься. Это максимальная независимость и свобода. Я на чайных плантациях на Суматре. Что ж, наконец-то я добрался. Вчера вечером, уже в сумерках, я попал в деревню. Был короткий разговор с хозяином, узнал некоторую информацию. Он мне подарил небольшой пакетик чая, собранного здесь. При возможности обязательно попробую. Очень горький. Я использую экологически чистый вид транспорта, велосипед. Я не использую бензин. Своим примером демонстрирую людям в Индонезии и во всем мире, как здорово, бережно относиться к природе. Я сторонник активного образа жизни и пропагандирую здоровый активный образ жизни, активный стиль путешествия. Вот он, водопад Пумпак-Сиву. Красивый, мощный. Так, здесь царствует вода и холод. Ветрено. Последний раз катался на велосипеде в детстве, поэтому все приходилось с нуля. И в теории понимать, что такое велосипед, из чего состоит и как ремонтировать в случае поломки. И на практике учиться ремонтировать и собирать, потому что решил собрать самостоятельно велосипед. Вообще собирается в мастерской мастерами день любой велосипед. Я собирал, в целом, если посчитать, сплюсовать все часы, то это 2 дня. Но на самом деле на практике вышло
1,5 или 2 месяца. Почему? Потому что я еще делал видео сборки велосипеда. 20% времени это занимала сборка, остальное 80% это подготовка к съемке, съемка. Как ты его перевозил в Индонезию? На самолете, в багаже, в разобранном виде. Ну, не совсем в разобранном, есть правила перевозки, и, как правило, у всех авиаперевозчиков они похожи. Затем уже по прилету вышел из аэропорта, достал из бокса, собрал заново, да, и стартанул. Когда я стартовал, я старался проезжать по 90 километров в день. Мне нужно было укладываться по времени. То есть я рассчитал, чтобы проехать тот маршрут, который запланирован мною, в перерасчете на день это будет 90 километров. Первое время я проезжал 90 километров, это первые 2 недели. 90 километров многовато, плюс ночью не досыпал. Либо комары, либо на удивление мерз. Первые 3 дня я ехал в низменных районах, где было жарко, 30-40 градусов днем. Затем начал подниматься в горы, и первые 3 недели я ехал в горах прохладнее. Бывало днем до 18 градусов, в целом 20-25. И ночью, честно говоря, подмерзал. Перед сном, когда готовился ко сну, обмен веществ раскручен после длительного педалирования. С трудом удавалось уснуть, требовалось 2-3 часа, чтобы организм успокоился и был готов ко сну. Начинал с самого утра крутить, бывало с 8 часов, рассвет в 6, вставал в 6:30, в 7, заканчивал в 6 вечера, закат в 6. То есть как-то целый день уходил на проезд. Спустя 2 недели я понял, что многовато, пересмотрел свой маршрут, некоторые детали, решил, что буду снижаться до 80. 80 километров в день это оптимально. Сейчас я просыпаюсь в 7, рассвет в 6, на сборы час. Полчаса на то, чтобы позавтракать, либо найти, где это сделать. 8:30 в 9 в старт. 3-3,5 часа я прокручиваю в первой половине дня, километров 35-40. Затем 1,5-2 часа в обед отдых. И еще педалирую 4 часа после, как раз до 6, до заката. В 6 часов останавливаюсь, еще место для ночлега, ужинаю, готовлюсь ко сну, тоже уходит часа 2. То есть вот 8 часов ложусь спать, в целом 11-10 часов на сон достаточно для того, чтобы организм пришел в норму. Такой график, 80 километров в день, причем каждые 10 километров я тоже останавливаюсь минут на 5-10. Вот в таком режиме сделал вывод нормально. Я спортсмен изначально, 13 лет в фитнесе и бодибилдинге, да. Несмотря на то, что это совершенно разные нагрузки, фитнес анаэробная нагрузка и занятия с отягощением, бодибилдинг. Велоспорт это аэробная нагрузка и без отягощения, да, задействуются разные ресурсы энергетические. Но если спортсмен переходит из одной области в другую, в общем-то, конечно, помогает ему те навыки, которые уже есть в новом виде спорта, чем нежели это обычный человек начинает заниматься чем-то. И, конечно же, должная выносливость есть, потому что, несмотря на то, что я занимался с отягощением, я всегда развивал выносливость. Пить можно бесконечно. Другое дело, нужно обращать внимание, как сердце справляется с нагрузкой. То есть в велоспорте это важнее, чем сила мышц нижней части тела. Если бы не был спортсменом, приходилось, не то что в 2-3 раза труднее однозначно. И особенно в горах. Когда я проезжал северную и западную Суматру, это спустя 6 дней после старта, началась Северная Суматра, начался подъем в горы с низменных участков. Сначала он будет постепенным, что было кстати, потому что сразу крутой подъем, сразу
резкая нагрузка. То есть я как-то адаптировался, можно сказать, там, в ближайшие 3-4 дня, хотя это было под дождем 2-3 часа каждый день, да. А затем, да, был участок, когда пришлось почти целый день вести велосипед. Здесь, в горных районах, по километрам 160 у озера Тоба, чередуется с хорошими асфальтированными участками дороги. Вот такие вот уже разбитые. Я по таким велик веду. Никакого кайфа, да и смысла ехать нет. Ехать я буду примерно с такой же скоростью, как иду. Да, но при этом какие-то подпрыгивания, насилование велосипеда. Не знаю, сколько еще будет продолжаться. Может быть, карту я смотрел, километров 100, возможно, такая дорога будет. И когда идешь, скорость больше, но при этом дышишь реже. А когда педалируешь, вот при таком уклоне, скорость меньше, дышишь чаще. То есть, ну просто быстрее устанешь, ресурсы организма быстрее закончатся. Сильно холодно, но ничего не пугает. В горах бывает прохладно, плюс 17 градусов, в Северной Суматре, плюс теплее одеться, все окей. Жарко, ну жару я не то что переношу, мне комфортно, 30-40 градусов я не чувствую. Просто вот, чтобы не перегреться, лонслив, да, чтобы закрывались полностью конечности, руки, ноги, тело и шея. В дождь не хочется крутить, не важно, да, можно надеть дождевик, но все равно обувь мокнет, то есть это настолько нужно герметично запаковаться, но это до маразма уже, то есть чуть ли не бахилы, да, на обувь. Не получится не промокнуть, и дождевик, не дождевик, в любом случае не очень. Минимальная дистанция в день 80 километров, и как бы условия не складывались, да, будь добр, проедь ее. И, конечно, приходилось, если это дождь, продолжать педалировать. Первый раз под дождем, останавливаться не стал. В общем-то, продолжаю крутить, потому что немножко отдохну от жары. В общем, крутить комфортно. Сумки непромокаемые. Я спался. Все окей. Ну и в общем-то надо учитывать, что это сейчас горы, а в горах дожди чаще. То есть я больше чем уверен, что ближе к побережью, сразу до подножия гор дождя нет. Так, я схожу, потому что беспокоюсь за ямки. Ух ты, ёпрст. В низменных районах там реже, или не каждый день, или если идут понемножку и не такие сильные, не так долго. А вот в горах как раз таки 2 недели в Западной и Северной Суматре каждый день под дождем по 2-3 часа. Так, снова. Беспокоюсь замочить, поэтому переднее колесо поднял и вперед. Задние это воды сумки не касаются. Ага, была ямка. В общем, успел простыть в первые же дни, да. Ну, приходилось простуженным прокручивать, нагрузка на сердце возрастает в таком случае. Ну, как бы вот так. Это все-таки путешествие, которое, ну, можно назвать экстремальным, хотя я не люблю это слово и не отношу себя к людям экстремалам. Вот. Не гонюсь за экстримом, не было такого. Я вообще рискованным себя человеком не считаю. Так, 10 километров осталось. Hello! Fine! Вот, доберусь до куда-нибудь, засяду и попью кофейку с жареными бананами моими любимыми. Тебе вообще не помогло знание индонезийского? Тебе хватало этого знания, и ты был рад, что ты знал, например, индонезийский, а не только по-английски мог общаться с людьми? На английском и не пришлось бы, потому что Суматра, Ява, там, где я ехал, в общем, ну, местные люди английским не владеют. Только индонезийский, да, и перед стартом продолжал осваивать, но не сколько с целью пообщаться в путешествии, столько просто мне он интересен, это часть культуры индонезийской. Общался, да, на индонезийском, ну, как хватало. Не могу сказать, что на 100% хватало. В общем-то, хватало, и, естественно, уровень его рос
в ходе путешествия. Вот хозяин как раз объясняет, да, почему вот этот напиток не на каждый день, почему перед Рамаданом. Sebelum Ramadan makan ini atau minum ini? Waktu berbuka malam naik berbuka Sebelum malam. malam berbuka Malam sebelum Ramadan. berbuka Berbuka ya. berbuka itu makan Harus makan. enggak Buahnya. no harus Enggak. no harus lebih bagus Ага. lebih best Я. lebih bagus Я. Новые слова, которые общеупотребимы, появлялись в моем лексиконе, да, пополнял. Вот. Ну, приятно общаться на индонезийском. В общем, за все это время, пока я ехал в Суматру-Яву, на английском почти нет, на русском только вот если по скайпу там с друзьями родными. Вот ребята изготавливают мачете, топоры, ножи. Berapa lama kari buat, membuat, кори. За один день, в общем, мачете делают, выковывают. Часто приходилось людей просить о какой-то помощи, насколько отзывчивыми они были? Ну, элементарные какие-то вещи. Бывало, останавливался, приглашали в гости. Так, ну я все еще в том же самом воронке, в котором остановился вчера. Просто я выехал на горный перевал и думал над тем, продолжать дальше подъем в гору или остановиться здесь. Подошел человек, говорит: слушай, в общем-то дорога длинная, оставайся тут, посидим, пообщаемся. Мы просидели до 11, с 6 до 11. И познакомился с хозяином Воронга. pintu angin Название Pintu что, в общем-то, означает Door of Wind, то есть дверь ветра, ветреная дверь. Я пытаюсь, меня хозяин просит перевести на русский и написать на вывеске на русском языке название закусочное. И я еще попробовал здесь, да, впервые попробовал напиток. Пришло это с Явы, этот напиток, это бамдрек. Это напиток, значит, там у нас... Окей. Мой друг почти допил, он такой несколько светлее кофе, коричневый, шоколадного цвета. Это молоко, сахар и джинджер, имбирь. Имбирь великолепно, просто вкусно. Сейчас я объедаюсь супом с лапшой. Вот, хозяин предложил, сам есть не стал, говорю, давай со мной вдвоем. Ну давай. Здесь классная компания, уже сидим, наверное, 5-й час или 6-й. Заместитель председателя села, значит, попросил меня сфоткаться с их сыном. Ну, это как бы вот то ли традиция есть такая, если иностранец, то должен именно с ребенком и ребенка взять на руки, да. И говорит, я счастлив, что мой ребенок, а ребенку год, ну, познакомился с иностранцем всего в год, потому что он прожил 43 года, говорит, с иностранцем не общался. Просто приняли хорошо, угощали, ой, чем только не угощали, кофе, чай, затем напиток, вот я говорил в предыдущем ролике, с имбирем, молоком и сахаром, еще круче, чем кофе. Как раз переночевал тут, угощали, супом угостили, затем, ну, много чем угощали, очень приятно, им просто очень интересно, да, и принимают вообще классно. Бывало, просил переночевать рядом с домом или во дворе. В общем-то, никогда не отказывали. Ну и вообще, если обратиться к индонезийцу, то он не откажет в любом вопросе. Во многих случаях настолько добродушно, что предлагали, естественно, там поужинать или позавтракать, угощали и так далее. Любой человек, иностранец, который живет в Индонезии, неважно на каком острове, провинции или городе, я уверен, удивляется той внимательности и доброте, которую проявляют люди. Внимание в мелочах, в деталях, это вот о них, об индонезийцах. То есть даже там велосипед, да, у меня нагружен, ну что там в нем? 35 килограмм веса. В общем-то, я его там сам сдвину с места, выведу, но нет, вот где-то там помогут с парковки выехать, оттащить или что-то. Я как бы иногда говорю, да нет, я сам справлюсь, нет, вот помогают все равно даже с велосипедом. Вот, отодвинуть, подвинуть, вывести. Вот, то есть тоже вот так.
Вот, и вот вчера мне активно помогали, там где велосипед оставить, вон я за беседкой его поставил, правда намок, цепь теперь толком не смажешь. Вот как раз дети хозяина дома. Мадам вчера с тетрадкой прибежал, говорит, слушай, но он еще английский в школе не учит, напиши мне перевод с индонезийского на английский некоторые слова, ну давай. Вопрос ночевки, в общем, планировал в палатке. Останавливаюсь рядом с полицейскими участками, рядом с заправочными станциями, или рядом с варунгами, иногда во дворе или в них, да, если приглашают. Вот такая вот беседочка у дороги. Вчера я оттуда ехал, заметил беседку, газеба называется по-индонезийски. Вот, через речку, через мостик, вон там живут люди, вот один хозяин, да, это его газеба. В общем-то, я одетый, и свитер, и джинсы, еще и спальный мешок. Вот, потому что прохладно. И так, ветерок немножко. Ночью еще дождь, от дождя защищен. Вот, ну, в таких местах и ночую. То есть еду, ночь застает, сумерки. Останавливаюсь, вижу где-то вот такую беседку, спрашиваю хозяев, можно ли переночевать. Вот, слушаться вещи. Шум речки ночью, потом шум дождя, сильный дождь был. Ну, в общем, вот кроссовки хотя в сухие остались, слава богу. Сумки внутрь, ребята говорят, заноси сумки внутрь, но вообще тут аман, безопасно. Ну, полицейский участок, это необычно. Уже необычно. Приходилось часто, просто едешь, ну ничего более рядом нет, и как бы толком в поле не остановишься. Либо это рисовое залито водой, либо это там какие-то обрывы, ну, да, в полицейском участке, вот. И очень много, на самом деле, на Яве останавливался. Естественно, никто в полицейском участке не позволит раскладывать палатку во дворе. То есть, поэтому вот приглашают ночевать внутри, там, в одной из комнат, все удобства. Короткий разговор о футболе, да, чемпионате мира в России. Вот. С полицейскими очень большой опыт получил, с полицейскими в Индонезии. Великолепные люди, сотрудники. И был удивлен, насколько четко соблюдается свод правил, или я не знаю, как он у них называется. Реально видно, как они чуть ли не по учебнику ведут себя с иностранцем. То есть изначально, ну как, в половине случаев подозрительно, потому что чужак, поэтому предпринимаются действия, ну такие, чтобы распознать, узнать, или в половине случаев проверяются сумки полностью. То есть изначально действуют как сотрудники, как полиция, проверяется все, и только потом расплываются в улыбке, и все замечательно. Но это в половине случаев. Где-то вот сразу доверяют, в общем-то, без проблем. Дело в том, что изначально спортсмен, то есть изначально уже у меня режим питания специфический. Не могу назвать это диетой сейчас. Во-вторых, педалируя большие дистанции, нужно потреблять определенное количество белка, грамм на килограмм веса, и калорий. Что здесь у нас? Значит, лапша, рис кусочками, немножко овощей, тофу, яйцо, чипсы и, что интересно, вот плод хлебного дерева. То есть как фрукт вообще употребляют, но вот иногда в составе таких блюд. Интересный был момент с Рамаданом. Я не учел. Я знаю, что Индонезия мусульманская страна на 97%. Но я не подумал, что здесь же Рамадан с 14 мая по 14 июня. Hello. Все магазины Варунги закрыты, за редким исключением. Вот удалось положить деньги на счет, оплатить интернет в городе, который был 15 километров назад. И плюс небольшие прилавки работают, можно воду купить. Но нормальной еды не купишь, булочками сегодня питаюсь. Под вечер уже заехал в Варунг, где можно поесть лапши. Сел за стол, мне говорят, ну пока сиди, но есть внутри нужно. То есть я пойду есть в дом.
Вот сейчас готовят мне яичницу, плюс вон там лапша. Двигался из деревни до города, с утра не поел. До города 20 километров, думаю, ладно, поем в городе. Приехал в город, все закрыто. Ну вот я догадывался с самого утра, что какой-то праздник, да. Сижу здесь ем. Причем хозяева-то не отказали, да? Что такое Рамадан? То есть они соблюдают пост, и после 6 часов вечера можно потреблять пищу, с 4 открываются воронки, с 6 потреблять и до утра, да, возможно, потом опять воздерживаются. А мне это воздерживаться нельзя. То есть, получается, я так вот с вестной совой постился вместе с индонезийцами. Вот. Ну, первое время, 3 дня, да, булочками попитался, первые 3 дня Рамадана, затем сообразил. Просто, опять-таки, вот, все строго, но можно договориться. То есть, строго для кого? Для индонезийцев, мусульман, но я-то иностранец, я и не мусульманин, другого вероисповедания. Просто заезжал в воронку и просил. Все-то, в общем-то, на месте. Просто они не готовят, и еды нет, пустые воронки. Но просил приготовить, там, яичницу, допустим, ну, окей. Месяц Рамадан продолжается, воронки закрыты. Порой останавливаюсь, чтобы перекусить вот в таких, местах. То есть это обжаренные в тесте овощи. Вот сейчас быстренько с чайком перекушу и вперед дальше. В общем, в Индонезии принято питаться в закусочных. Все люди, даже сельские люди, редко едят дома, может быть, 1 раз в день по вечерам. Как капустники. Вот, и это принято. То есть, казалось бы, дома, ну что там, яйца с рисом приготовить, да, и овощей. Или жареные бананы сделать. Но принято вот так вот питаться в закусочных. В Индонезии в любом варунге можно, в любом месте общественного питания можно найти то, что мне по душе, то, что мне нужно по потребностям, как спортсмену, велосипедисту или там иностранцу, или просто человеку со своим режимом питания. 40, 50, 60 рублей вот на раз, да, самое что-то простенькое, что-то поинтереснее, побогаче, рублей до 100. Вот, питаюсь, либо это варунг, где уже приготовленная пища за витриной, да, либо это варунги лапши, где тебе там быстренько отварят лапшу и приготовят с тем, что ты пожелаешь. Еще есть перевозные прилавочки, называется горанган, то есть жареные, где, вот, кстати, вот такие вот вещи обжаренные в тесте тофу называется, таху горанган, либо овощи, либо бананы. Самое вкусное, что есть в Индонезии, это жареные бананы. Вот я часто беру там бананы. В ресторанах, я не питался еще вот за все время. По нескольким причинам. Первое, они просто-напросто редко попадаются. Это только в городках маленьких. И в нормальных крупных городах и в маленьких селах нет. Во-вторых, дороже. В-третьих, приходится ждать. А ждать я не люблю. То есть мне хочется зайти в место общественного питания, наложить, что я захотел, и съесть. Просто нет привычки ждать. Хочется прийти, зайти, поесть, поехать дальше. В Индонезии, как правило, пища острая. Это в привычке. Я острое не люблю, но, в общем, здесь ем. Когда я в Индонезии ем острое. Вот многие удивляются, возможно, подобному месту, где я сейчас обедаю, и другим местам, не совсем, может быть, с гигиенической точки зрения соответствует нормам санитарным, но ввиду того, что пища вся острая, в общем-то, нет риска чем-то заразиться, заболеть и так далее. В большинстве стран пища консервируется или сохраняется какой-то определенный период времени в холодильнике за счет низких температур. Здесь вариант холодильника — это острая пища со специями. Острая пища — залог здоровья и отсутствия каких-то заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта. Расход воды в низменных районах, где
жарко до 4,5 литров, в горных районах до 3 литров. Сейчас проезжаю юг Северной Суматры, и в районе города Падан-Сидемпуан встречаю много вот таких фруктов. Салак, или его еще называют змеиный фрукт. Змеиный, потому как вот напоминает чешую. Вот такой орешек. По вкусу очень классный. Я впервые, когда попробовал, напоминает Кока-Колу. Для того, чтобы понять, созрел он уже до нужной кондиции или нет. Вот здесь вот надавливают. Если продавливается достаточно хорошо, значит он уже достаточно зрелый, можно есть. Гуава один из самых вкусных фруктов в Индонезии. По мне, так самый вкусный. Часто встречал на прилавках, везде повсюду, на Бали. А здесь, на Суматре, впервые, вот в провинции Джамби, впервые встретил. До этого на прилавках, по-моему, не наблюдал. В общем-то, вот такое невысокое дерево в виде яблоньки. Вот я сорвал, оказалось спелое, с виду зеленое. Но вот это зеленое, а это уже спелое. Внутри вот такое розовое. Великолепный фрукт. Помимо пробега еще запланировал себе посещение всяких достопримечательностей на Суматре, на Яве. Какая из них была самая яркая, самая запоминающаяся? Вулкан Киринчи, самый высокий вулкан Индонезии. Хотел попасть. Условия вот самые жесткие из всех вулканов, на которых я был. А был я на 18 вулканах в Индонезии, Киринчи 19. Непростой подъем, непростые условия. То есть, когда ближе к вершине все затуманило, ничего не видно. Вот такие виды вырисовываются. Утро, все в тумане. Внизу, естественно, ничего не видно. Судя по всему, это кратер, да? Только внизу ничего не видно. Рассеивается потихоньку туман. Надеюсь, что совсем рассеется. Просто здесь не каждый раз пасмурно на вершине. Бывает и ясно. Путь к самому высокому вулкану Индонезии преодолен. Это вторая точка Индонезии по высоте. Не уверен, что будет погода настолько ясной, чтобы разглядеть отчетливо подножие вулкана и сделать хорошее фото. Поэтому буду спускаться. Кратер 600 метров в диаметре. Вон деревня, вон туда спуск. Кирсиктуа. Вот так вот, через лес. Храм Барабудур, Прамбанан, храм индуистско-буддийской культуры. Прамбанан, комплекс буддийских и индуистских храмов, внесен в список объектов ЮНЕСКО с 1991. Территория храмового комплекса имеет 4 яруса. Считается, что соответствует числу каст. Всего на территории комплекса находится 224 храма. Эти высокие строения именуются Лоро Джонгран.
что в переводе с яванского означает «стройная дева». 3 эти святилища посвящены Тримурти, то есть триада главных богов индуистского пантеона: Брахма, Шива, Вишну. Было в планах проводить открытые уроки географии в местных школах. С собой взял географические карты России на русском языке. Интересно будет школьникам индонезийском на русском, уверен. Хотя ничего не понятно, но, несомненно, кириллица, новый вид алфавита, да, отличный от латиницы. Бали покидаю. Сейчас утром говорил одно, сейчас другое. То, что, в общем-то, не хочется перед смертью не наслышишься. Ну что ж, впереди еще много километров, я рад. Далее Ломбок, но я его планирую проехать за день. Далее Сумбава, мой любимый остров, один из красивейших и мой любимый. Там же мой любимый вулкан. Я в предвкушении. Тамбора. Далее Флорес, Сумба и Тимор, на которых еще не был. Гористый Флорес не просто придется, но опять-таки я буду рад там побывать. Но на далее не загадываю, это вот ближайшие острова, Нуса Тенгары, да, до Папуа. И, в общем-то, рождаются мысли пожелать вот некоторым ребятам все-таки больше движения и чаще куда-то выбираться. Пусть это будет на Бали, но чаще. В общем-то, ближайшие острова, Ява, пройденная мною, Ломбок, который впереди. Вот в порту наблюдаю множество туристов, которые, видимо, на Ломбок, на Ринджани, естественно, да, дальше не едут, если это Сумбава, Флорес на самолетах. Просто путешествовать – это всегда новый опыт. Тем, кому скучно на Бали, а такое бывает, отслеживайте меня в соцсетях, в Ютубе. И, в общем-то, до новых встреч. Ждите новых публикаций, видео.